Привет, друзья! Что общего между финансовым кризисом в немецких городах, неожиданным судебным ударом по Дональду Трампу и спорными миграционными планами Евросоюза? На первый взгляд ничего, но все эти события складываются в одну картину. Германия и ее партнеров ждут решения, которые могут изменить экономику, политику и даже доверие к лидерам. Канцлер Фридрих Мерц уже оказался перед испытаниями. В Рейнланд-Пфальце в Германии строят крупнейшую больницу, а автопром сокращает десятки тысяч рабочих мест. Почему это важно именно сейчас, я разберу в ближайшие минуты. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самые значимые новости. И давайте начнем. Итак, городские и сельские муниципалитеты Германии переживают беспрецедентный финансовый кризис. В 2024 году дефицит их бюджета достиг, внимания, почти 25 миллиардов евро. Это почти в 3,5 раза больше, чем в предыдущем году, и самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Домашние доходы при этом не упали, но стремительный рост расходов делает ситуацию неуправляемой. В первую очередь выросли социальные траты. Всего за десятилетие они возросли с 50 до 85 миллиардов евро из-за старения населения и потребностей в уходе. Персональные затраты на содержание административного аппарата также выросли вдвое за последние 10 лет. А расходы на повседневное содержание муниципальных объектов примерно на 25% за 2 года. Дефицит изменений в образовавшейся системе называют эпохальным переломом и разворотом в истории муниципальных финансов. Многие города потеряли способность оперативно реагировать на кризис, вынуждены сокращать культурные и образовательные программы, инфраструктурные проекты и социальные инициативы. Представители муниципалитетов и аналитики предупреждают: без глубокой перестройки бюджетных механизмов и равного финансирования со стороны федерального центра возможны серьезные последствия. Остановка важных инвестиций, снижение качества жизни и рост недовольства среди граждан – это лишь начало. Вывод здесь очевиден. Система нуждается в срочной реформе, повышении доли муниципалитетов в распределении налогов и устойчивом финансировании, чтобы восстановить утраченную финансовую устойчивость и доверие общества. А дальше интересная новость о торговой войне Дональда Трампа. Судебная система Соединенных Штатов Америки нанесла мощный удар по торговой политике Дональда Трампа. Апелляционный суд признал большинство введенных им пошлин незаконны. Судебное решение было вынесено с учетом 7-4. Судьи указали, что президент превысил полномочия, опираясь на закон о чрезвычайных экономических полномочиях. По мнению суда, этот закон не предоставляет права на установление максимальных торговых пошлин. Такую задачу должен решать Конгресс, а не исполнительная власть. Решение суда вступит в силу, внимание, 14 октября. До этого момента пошлины сохранятся, чтобы дать администрации время обжаловать вердикт. Белый дом уже заявил о намерении добиваться пересмотра дела в Верховном суде. Сам президент Дональд Трамп назвал такое решение суда катастрофой и пообещал добиваться отмены вердикта, рассчитывая на поддержку консервативного большинства в Верховном суде, который скоро приступит, кстати, к рассмотрению дела. Этот вердикт подрывает основу внешнеторговой стратегии администрации, в рамках которой пошлины стали инструментом давления на зарубежных партнеров и источником значительных доходов федерального бюджета. Новость вызывает тревогу у бизнеса и юристов, так как создает правовую неопределенность в торговой политике. Однако администрация работает над резервным сценарием, включая базовые тарифные меры, разрешенные иными законами, и готовится к возможному пересмотру позиций в суде. И это еще не все. Вот новости Европейского Союза о миграции. Еврокомиссар по вопросам внутренней политики и миграции Магнус Бруннер призвал к масштабной реформе системы убежища в Европе. Он подчеркнул, что нынешний уровень депортации отклоненных заявителей является неприемлемым. Цитата: «Нельзя допускать, чтобы был возвращен лишь 1 из 5 человек», заявил Бруннер в подкасте «Берлин Плейбук». Поэтому он призывает как можно быстрее внедрить изменения, заложенные в новом общем европейском договоре об убежище и миграции. Уже представленные предложения по ужесточению процедур возврата, теперь переселяющиеся обязаны сотрудничать с властями на всех этапах, отказ автоматически приводит к потере социальных выплат и документов, а добровольное возвращение будут поощряться. Бруннер также заявил, что нужна эффективная система, позволяющая быстро справляться с отказами в убежище. Создание таких правил и их оперативная реализация должны вернуть доверие к миграционной политике.
Кроме того, он дистанцировался от политики предшествующего канцлера, подчеркнув, что подойти к миграции без жестких правил уже устаревший подход. И появилась еще одна интересная новость. В самом начале летнего интервью на ЦДФ сразу стало ясно, в чем заключается главное политическое испытание для канцлера Фридриха Мерца. Уже на первую реплику о налогах внимание аудитории сконцентрировалось на его доверии, насколько серьезно воспринимает его обещания. Мерц твердо утверждает, что повышение налогов невозможно. Цитата: «У нас есть коалиционное соглашение, оно действительно», заявил он. Такой ответ прозвучал на фоне запросов его партнера по коалиции главы финансового ведомства, который допускает обсуждение налогов для обеспеченных. В этот момент стало ясно, главный кризис не в политических предложениях, а в проблеме доверия. Именно вопрос, чему он действительно следует, стал ключевым. Ведущая отметила напряженность уже в самом начале. Цитата: «Идет явный разлад во взглядах, это ощущается сразу». Мерц отреагировал снисходительно, сказав, цитата: «Нет разлада, просто о некоторых вещах нужно говорить чаще». И так пояснил свое отношение к политическому дискурсу. А дальше важная новость Германии. В Рейнланд-Пфальце развернулось масштабное строительство. Здесь появится крупнейшая больница на территории Земли. Проект примечателен не только своими масштабами, но и тем, что он называется, внимание, больницей Трампа. Отсылка к предполагаемому спонсору и вдохновителю проекта. Запланированное учреждение располагается вблизи крупного транспортного узла региона. Его площадь превысит 45 гектаров, что соответствует размеру более чем 90 футбольных полей. В новой клинике разместятся десятки отделений, свыше 60, сотни палат, оснащенных по последнему слову техникой. По плану штат достигнет, внимание, 2500 сотрудников. Первоначально ориентировалась на сумму около $1 миллиарда, но теперь стоимость выросла до 1,6 миллиарда. Рост объясняется устаревшими расчетами на момент запуска и увеличения затрат на строительство. Уже выполнены масштабные подготовительные работы, созданы подъездные пути, мост через трассу и транспортная развязка. Построенный центр заменит существующие медицинские учреждения на всемирно известной военной базе и в регионе, устаревший госпиталь, прослуживший с 1953 года. Ориентировочный срок завершения — ноябрь 2027 года, когда начнут функционировать полноценная инфраструктура для приема пациентов. И, внимание, еще одна новость, которая вызывает обсуждение. Автор аналитической колонки Габбард Штайнгарт критикует отношение правительства к текущему кризису немецкой автомобильной промышленности. Он отмечает, что руководители крупных автокомпаний наконец осознали масштаб изменений. Революцию вызвало появление электромобиля, который разрушает старые цепочки поставок устаревших технологий и целой производственной отрасли. С 2019 года исчезло более, внимания, 100 тысяч рабочих мест в отрасли и компаниях-поставщиках, а в последние годы около 51 тысячи. Ожидается, что к 2035 году под угрозой окажется еще порядка 190 тысяч рабочих мест, ведь электромобили требуют гораздо меньше компонентов и технологий, чем традиционные автомобили. Руководители компаний уже поспешили реагировать и адаптироваться, но в канцлерском бюро, по мнению Штайнгарта, словно царит сонное спокойствие. Он обвиняет федеральные власти в отсутствии острых и конкретных действий, не хватает реформ, направленных на снижение энергоцен, упрощение бюрократии и снижение налогов. Именно в таких мерах автопром действительно нуждается сегодня. Итоговая мысль автора. Пока автомобилисты выражают серьезные опасения и готовы меняться, в правительстве по-прежнему звучат лишь общие заявления, а промышленность уже не может ждать. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.